Всем привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, друзья, я хочу пригласить вас в теплый мир кашемира, шерсти, мохера, вельвета, созданный Брунелло Кучинелли в его новой коллекции «Осень-зима 2026-2027», презентация которой состоялась на неделе моды в Милане. Давайте ненадолго вернемся в тот уютный вечер, где модели неспешно прогуливались по открытому внутреннему дворику миланского шоу-пространства именитого итальянского бренда. Вокруг никакой суеты, вспышек камер и показной роскоши. Мягкий свет проходит сквозь прозрачные стены, тишину и спокойствие серого бетона нарушает легкое шуршание опавшей листвы под ногами. И все это модное действо похоже то ли на старинную повесть, то ли на забытую сказку, которую решили рассказать современным языком. Коллекция – это книга. Так гласит первая строка в заметках к показу. Она и правда напоминает книгу, где каждый образ – отдельная страница, часть главы, из которых складывается увлекательная, интересная история со своим сюжетом и настроением. История о мастерстве, традициях и любви к материалам. Перед нами не очередной набор стильных вещей на сезон, а настоящий роман, что вдруг находишь на чердаке старого дома среди пожелтевших страниц и засушенных листьев. Сам автор коллекции описал представленный на осень гардероб как кантри-кутюр. На первый взгляд, звучит достаточно противоречиво. Но именно в этом и заключается идея дизайнера – желание создать необычный союз деревенской простоты и высочайшего ремесленного мастерства. Британские традиции, сельская романтика и уют загородной жизни здесь получили роскошное исполнение. Брунелло Кучинелли уверен, эпоха строгого минимализма уходит на второй план. Вместо нее приходит продуманный максимализм, где каждая деталь имеет значение. Цветовая палитра модного ряда вдохновлена природой Англии с ее спокойными, немного меланхоличными красками осени, с туманными полями, с прохладными прогулками по мокрой траве. В этом пейзаже нет ярких оттенков, только табачный, болотно-зеленый, торфяной, от землисто-коричневого до насыщенного бурого, графитовый, черный. Их дополнили светлый серый, дымчатый бежевый, кремово-каменный, серебристый. Сделано это намеренно. Ведь по задумке дизайнера внимание в образе должен в первую очередь привлекать не цвет, а фактура, которую дополнительно расшили мельчайшими пайетками. Но не ради эффектного блеска, а чтобы добавить глубины. Пайетки были настолько деликатно вплетены в ткань, что не сверкали на показ, а лишь мягко отражали свет при движении. Такой подход стирает четкую грань между повседневной и вечерней одеждой, официальными деловыми костюмами и комплектами для прогулок и отдыха. Все получилось непринужденно, свободно, красиво и обязательно с высоким качеством исполнения, на котором бренд всегда заостряет внимание. Потому что дизайнер и лучшие мастера ателье каждую деталь стараются довести до совершенства и даже базу обернуть в дорогой шик. А вот главным открытием коллекции я, пожалуй, назову трикотаж. Некоторые вещи издалека выглядели как меховые изделия. Но стоило подойти ближе, и становилось понятно – перед нами сложнейшая ручная вязка. Здесь шерстяную пряжу превратили в замысловатое кружево, мохер распушили и скрутили в эластичные пряди. Овчина ловко имитирует мех рыси или соболя, а кашемир – один в один норка. Хотелось бы также отметить свободу силуэта. Коллекция получилась расслабленной и комфортной. Широкие брюки, вельветовые или из шерсти, юбки в мягкую складку, округлые объемы в верхней одежде, многослойные сочетания. Свою лепту в характер модного лука внесли клетчатые принты в классических британских мотивах – тартан, гусиная лапка, узор принц Уэльский. И, конечно, далеко не последнюю роль играют в образе стильные аксессуары. Галстук и высокие перчатки, солнцезащитные очки и головные уборы, кепи, панама, разные по размеру и форме сумки, от вместительных тоута, шопера и аккуратного рюкзака до элегантного клатча. А еще обувь, замшевые сапоги на скошенном каблуке, кожаные жокейские, спортивные кроссовки и остроносые туфли-сенбеки в паре с вязаными гольфами или трикотажными носками. После просмотра коллекции остается двоякое ощущение. С одной стороны, невозможно не восхищаться уровнем мастерства. Как обычная пряжа может выглядеть почти как мех. С другой возникает легкая улыбка от мысли, что даже деревенская романтика теперь украшена пайетками. Но как раз эта двойственность, гармоничный баланс между дорогим шиком и земной простотой здесь и притягивает.
Брунелло Кучинелли будто напоминает: настоящая роскошь рождается не из логотипов и громких имен. Она рождается из времени, внимания к деталям и к сложному труду мастеров. И пока кто-то стремится к максимальному упрощению, дизайнер выбирает иной путь, добавляет фактуры, сложность, характер. Поэтому эта одежда выглядит не просто красивой и стильной. Коллекция Кучинелли действительно похожа на книгу, в которой мы найдем волнующий рассказ о том, как обычная шерстяная нить может превратиться в маленькое произведение искусства. Приятного просмотра, друзья! Спасибо за ваше внимание, поддержку, теплые лайки и душевные комментарии. Пусть в вашей жизни будет больше красоты, вдохновения, радостных моментов и приятных сюрпризов. Всем красоты и гармонии, веры в лучшее и только позитивного, солнечного настроения!